Итак, привет, ребят! Давно у нас с вами не было видео подобного формата, когда я что-то вам рисую на моей красивой доске маркером, а вы это все смотрите. Последний раз такое у нас видео было, насколько я помню, это расчеты матрицы, когда мы с вами посчитали матрицу на циферблате 12 часов и разложили просто год, знаки зодиака и прочее по этому циферблату, увидели все эти циклы, также поняли, что вся матрица работает по системе определенных цифр и прочее. Как бы какие там есть структуры на матрице, некоторые и так далее. Сегодня, как вы уже поняли, у нас с вами будет продолжение расчета матрицы. Я уже в этот раз посчитала ее еще более глубоко. Я рассчитала календарь, который идет по матрице, также сделала расчеты той самой пирамиды масонов, знаменитой пирамиды вот этой вот, и увидела тот самый циркуль, нашла точнее тот самый циркуль. Не знаю, почему ранее никто не смог это посчитать, это просто то, что не очевидно, но на самом деле все на виду, и любой человек вообще абсолютно может это посчитать и посмотреть. То, что я увидела, вообще в принципе, да, увидела, это то, что наш календарь, весь календарь, он на самом деле является не просто, даже сама матрица, она... И до этого я вам рассказывала, что это не совсем математика, то есть это не совсем числа от 1 до 9, не только, точнее, числа от 1 до 9, но и нечто большее. И в этом ролике я вам покажу, что на самом деле все шестеренки, те самые шестеренки, на которых двигается матрица, я вам их всех покажу, я вам расскажу, что это за шестеренки, как они выглядят, и что на самом деле матрица это не сколько цифры, сколько геометрия. Поэтому у тех самых масонов и есть циркуль, да, вот этот пресловутый циркуль и треугольник их вот этот вот. 33 градуса, да, это все из геометрии, то есть как градусы перекладываются на календарь, и все мы с вами разберем это и все увидим в расчетах, который вы, в принципе, сможете перепроверить и сами перепосчитать и увидеть все то же самое, что на самом деле мы живем в одном большом портале по выкачке энергии. Но давайте обо всем по порядку. Начнем, наверное, с того, что немножко напомню вам, освежу память про предыдущие расчеты. Сделаю это поверхностно. Если вы все забыли вообще, что я там говорила по предыдущим расчетам, я вам, наверное, посоветую все-таки эти знания немножко освежить, потому что если вы не помните вообще по циферблату на 12, то, что я вам показывала, вообще ничего не помните, что я там показывала, то для вас будет очень тяжело понять, о чем идет дальше речь, потому что как раз-таки в предыдущем ролике по расчетам я остановилась на расчете календаря и сказала, что календарь я еще не досчитала, и как бы мы на этом остановились, и поэтому это видео вообще по расчету календаря самого, то есть календарь это мы имеем в виду 365 дней вот эти вот, да, то, что нам там показали, что в феврале там столько-то дней, в январе там столько-то, в июле там столько-то и так далее. Мы это все с вами будем пересчитывать, просчитывать и смотреть, как оно все отражается в матрице, то, что на самом деле весь календарь это одна большая матрица, ее продолжение, одно из ее проявлений и так далее. Ну и давайте начнем вообще с предыдущего немножко. Помните, да, в прошлый раз мы с вами разбирали то, что у нас есть тот самый циферблат. Я думаю, циферблат все знают. Мы им пользуемся ежедневно. Я вам там давала расчеты того, что каждый циферблат, по сути, наш циферблат состоит из третьей, то есть вот такой вот третье, то есть где 3 деления, да, и таких всего 4 половинки, то есть это наша условная мандаринка матрицы, она состоит в основе своей из тройки и всего таких циклов 4, то есть тройка и четверка. Это одни из основных цифр матрицы. Если мы возьмем вкупе, то есть
допустим, 1, 3 и 4 в проходе, это будет 7. Помните, да, что матрица у нас, она имеет место складываться, как она складывается, что она из себя представляет, это я тоже показывала в предыдущих расчетах, как бы вы можете это все посмотреть. Также я вам показывала, что вообще вся матрица, по сути, накладывается на вот этот циферблат 12 часов, и что, по сути, у нас идет 2 оборота, да, 2 оборота 24 часа, то есть я их тоже разложила, я показала, как они чего там вот идут с вот этим вот расчетом на 24, и что по сути матрица идет по двойному обороту. Так вот, вернемся к нашему календарю. Я очень долго не выходила опять на матричные расчеты после того, как выдала вам тогда ролик по расчетам. Что-то как-то у меня немножко это остановилось, где-то что-то немножко я подсчитывала, но потом пошли волшебные праздники, вот эти вот все предновогодние, там, начиная с октября месяца, в общем, все знают, был такой веселый период, с октября по январь, чуть ли не по середину января, когда вообще было полная опа по энергиям и прочее, поэтому у меня все расчеты вообще встали. Потом, когда это все закончилось, у меня опять открылся поток. И, кстати, спасибо большое одному из моих подписчиков на Бусти, кто прислал в комментариях очень интересный такой календарь, не календарь, но тоже вот прям прислал мне вот точно такую же, считай, табличку, то есть где я вам показывала, что на вот этот 12-часовой циферблат ложится все. И мне подписчик прислал очень интересный, достаточно тоже расчет часов, который просто натолкнул меня на еще один, то есть то, что я не замечала, тот еще один момент, от которого я оттолкнулась и просто, можно сказать, высчитала всю матрицу. Часы эти называются, по-моему, что-то там часы там QAnon за шторм или что-то такое, я уже не помню. Там очень было интересно, что в том плане, что на 12-часовой как раз-таки вот этот вот циферблат, как я в свое время наложила и вам показала, как это все ложится, да, и вам тоже там, типа, тоже там было показано, что календарь ложится на вот этот 12-часовой циферблат, и что если, типа, вот эти вот часы помогли разоблачить Каббал. И я не знаю, как работали те часы, или как тот, кто их считал, что он конкретно там за расчеты давал, но меня дало именно толчок следующий, который вот вообще дал мне большой старт к расчетам, это то, что там дало, что каждый день это 1 секунда. Когда я попыталась оттолкнуться от этого алгоритма, а это алгоритм, помните, матрица у нас движется по алгоритмам, вся матрица двигается строго по алгоритмам, то есть алгоритм там год, алгоритм неделя, алгоритм 12 часов, алгоритм 24 часа, да, это все алгоритмы, помним. Так вот, когда я оттолкнулась от того, что один день на вот этом вот циферблате может означать 1 секунду, у меня просто поперли расчеты. Итак, давайте начнем. Получается, что у нас вообще первые, да, мы с вами в прошлый раз отталкивались от того, что циферблат идет по часам, то есть 1 час, 2 часа, 3 часа. Я вам показывала, каким образом вообще циферблат идет, тот же самый годовой циферблат, то есть календарный, идет по вот этой вот матрице часовой, да, час, 2, 3, 4 и так далее, как он отражается вот именно во всяких вот этих девах, козерогах и так далее, как это все сюда накладывается. Так вот, здесь я начала отталкиваться от вот этого вот расчета шторма, от того, что он берет за 1 секунду 1 день. Потому что вообще у нас циферблат начинается не с минут даже, то есть не с того, что минута каждая тикает и набирает час, 2, 3, а у нас начинается первый отсчет, да, вообще первый цикл, который идет в циферблате. Первый цикл это шестерка, то есть 60 секунд, 60 минут, то есть у нас идет
по сути, смотрите, у нас идет 2 шестерки. Ну, 0, потому что матрица, она не считает. Итого у нас есть 2 шестерки, которые дают 1 оборот 12. Понимаете, да? То есть грубо говоря, одно деление вот здесь, на 12. То есть, по сути, если мы с вами будем рассчитывать вообще сам вот этот циферблат и саму матрицу, получается, что у нас большой цикл, который мы рассмотрели на 12, изначальный цикл на 12 даже, а 12 это половина цикла на 24, если вы помните. То есть даже цикл на 12, он состоит из малых циклов изначально. Так вот, если мы берем из расчета, что один день это 1 секунда, соответственно, у нас среднее получается, что один цикл, мини-цикл, то есть цикл 1 секунда, да? Давайте вообще сотрем, потому что сейчас у нас с вами пойдут сложные расчеты. Итак, доска немножко мажет, то ли в маркере делать, то ли уже доска старенькая достаточно, и уже год больше получается. Вот, я надеюсь, ничего страшного. Так, смотрите, итого получается 60 секунд, если мы берем 60 секунд, равно 2 месяца. То есть 60 дней, да, 2 месяца итого. И получается, что если мы будем отталкиваться от того, что 60 секунд на циферблате, это 2 месяца, значит 12, если мы разложим, да, полцикла годового, получается в 12 месяцев, вот он идет, у нас сколько выходит? 12 месяцев, это получается 12 делим на 2, то есть идет 6. 6 циклов. Понимаете, о чем идет речь? Получается, что 12 месяцев, то есть 1 год, это даже не 12-часовой оборот. То есть это 6, половина 12. Соответственно, если у нас, по циклу 12-24, если вы помните сам цикл 12-24, он и идет шагом по 12-24. То есть если мы хотим увидеть, где этот цикл будет полный, мы считаем 6 и еще 6, да? То есть нам надо до 12 разложить до полного первого оборота. Это получается 2 года. То есть 2 года это у нас выйдет что? Да, как раз таки 1 оборот. Я надеюсь, понятно? Если смотреть дальше, по циклу 12-24 получается, что полный оборот одного цикла, помним, матрица действует по циклам, да? Полный оборот одного циферблата на 12-24 по вот этому циклу годовому, который идет по 2 года, понимаете, это немножко другой цикл, это не тот цикл, который, не совсем тот цикл, который по 365. Я сейчас расскажу вам, как он идет. Смотрите, получается 2 года это 1 цикл. Соответственно, сколько будет 1 оборот на 24? 4 года. А теперь вспоминаем, мои хорошие, что у нас с вами происходит раз в 4 года. Високосный год. И знаете, что там получается в високосном году? А в високосном году у нас добавляется плюс 1 день. Так вот, если мы будем смотреть по расчетам матрицы, а сейчас мы с вами еще и годовой цикл посчитаем здесь, на 365, который идет по 7 и 5. Я вам расскажу почему.
Вот. Если мы с вами будем посчитаем по вот этому вот раскладу, то у нас выходит, что по сути у нас половина циферблата отщелкнулась, плюс еще одна половина циферблата отщелкнулась. И потом, когда цикл закончился, у нас добавляется 1 секунда, то есть 1 день на слив. Понимаете? Это как запуск нового цикла. То есть у нас выходит 0, 0, грубо говоря, 0, 0, и следующая секунда, то есть 1 день, плюс 1 день, она идет на переключение к тому, чтобы у нас вот здесь было. Понятно? То есть вот этот промежуток от 0 до 1 по факту, то есть тут добавление дня идет для того, чтобы этот цикл, как бы, смотрите, чтобы было вообще понятно, что я хочу сказать. Вот здесь получается, у нас идет цикл, да, половинка идет, 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 здесь 1, 2, идет, 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 1, 4. Так вот здесь цикл, он как бы начинает, берет свое начало, и вот здесь же он заканчивается. И как раз вот в этом переломном моменте, вот этот 1 день, 1 секунда, да, она получается, она и вот здесь, то есть захватывает часть старого цикла, и тут же переходит на новый цикл, то есть она уже вот здесь идет. Помните из старого вот ролика, когда мы с вами смотрели, помните, что он двигается, то есть получается вот она, треть, да, идет, и вот эта треть, она и вот здесь идет, и вот здесь, то есть она как на одну всегда шагает, помните? То есть здесь, вот здесь, то есть эти цифры идут, оно шагает через треть, тут то же самое, то есть эта секунда, она получается одной ногой, грубо говоря, вот в этом цикле, а другой ногой она уже вот в этом, то есть она толкает от этого цикла вот в этот цикл и запускает этот цикл заново, все, он пошел по следующему кругу на 8, понимаете, о чем я? Итак, давайте дальше. Первый цикл, который мы с вами поняли отсюда, первый цикл, это цикл 12-24, который равен 2 года и 4 года соответственно. Итак, и следующий цикл тоже. Почему 2 года? Да? Здесь мы поняли, вот он идет. То есть, по сути, здесь будет 365, это будет не 1 оборот, а полоборота, то есть это будет 6 по вот этому циклу. Помните, да? Но у нас есть с вами также цикл 365. И 365 это цикл, который не совсем относится, то есть он относится к циклу 12-24, но сам цикл 365 это цикл семерки, то есть относится к циклу 7. Сейчас я расскажу почему. То есть он является 6 полоборота 12, да, то есть если мы берем за основное, будем брать 6, 12, 24, то есть 365, 1 год, будет являться 6. Смотрим. 365, почему цикл семерка? Вообще семерка для года, для годовых циклов, это, конечно, знакомые всем цифры. Я думаю, не надо никому рассказывать, да, что семерка в нашем календарном вообще исчислении имеет достаточно большое значение, потому что в одной неделе 7 дней. Если мы с вами разберем вообще 365 как цикл, посмотрим, где у нас есть цикл и плюс 1 день, да, на запуск следующего, то мы увидим очень интересную картину, посчитаем. Смотрите, если мы 365 поделим на 7, у нас выйдет очень знатно и интересно. Итого у нас выйдет 52 недели по 7 дней.
сколько это будет? 364 дня. И плюс 1 день на новый запуск. Как здесь, да? У нас идет 4 года плюс 1 день на запуск. Мы с вами и пришли к этой цифре. И те, кто уже знают, да, видели, я говорила, что для матрицы нет числа 52 по факту. То есть у матрицы есть следующее значение. То есть оно доводится до То есть по факту 52 недели, они идут семеркой. То есть 7 и 7. Хорошо, да, у нас выходит. Очень классно. Поэтому цикл 365, он относится к семерке в первую очередь. Далее. Итак, а теперь давайте перейдем с вами к более сложным расчетам. Это у нас очень-очень такие маленькие, очень легкие цветочки. Сейчас мы перейдем с вами к ягодкам. И дальше в наших ягодках я буду следовать по своим расчетам и объяснять по мере того, как я считала сама. Поэтому здесь уж как пойдет, так пойдет. Но я надеюсь, что для многих будет понятно. Итак, давайте начнем. Тут, я думаю, вы уже поняли, что по факту, то есть каждый год у нас идет запуск вот этого вот цикла. Сейчас мы с вами уже потихонечку начнем отходить от математических расчетов, подходить к геометрическим расчетам, то есть видеть те самые шестеренки вот этого всего, что мы сейчас рассчитали. Сейчас мы это будем в шестеренках смотреть. И дальше тоже уже еще больше расчетов будет. Смотрите, получается, тут вы видите, что на самом деле, то есть 12, по факту 1 год, да, календарный, который у нас идет на 365 дней, это получается 1/4 цикла. (12, 24). Она же цикл на 7. Она же 6. По вот этому циклу. То есть из расчета 1 это 2 месяца. 1 цикл мало, да? 60. Итак, получается, что у нас, опять же, все деление циклов идет на четверти. То есть мы будем подходить уже к геометрии. По факту помните, что циферблат наш идет по принципу деления на четверти. То есть вот наш циферблат, и он вот так делится, да, помним. Там равноденствие солнцестояния, равноденствие солнцестояния. Крест не движется. Крест никогда не движется. Движется только все внутри. То есть матрица, сами цифры движутся по кругу. То есть матрица, если вы, допустим, смотрели фильм «Матрица», если вы смотрели вообще, что такое матрицы, допустим, которые считают, вам показывают, что это столбики из цифр, там, да, вот так вот они там выглядят, то есть, ну вот, пошли они там, матрица, да, вот это вот матрица, типа там столбики из цифр, которые бегут. Вот это типа математические матрицы. Но в нашем случае матрица, то есть вот это именно темная матрица из расчетов, она бежит, кстати, очень правильно, опять же, было на вот этом вот The Storm, или как там, которые мне прислали, спасибо еще раз за вот этот вот календарик. Я его еще не рассматривала, я его не изучала пристально, что как они там делали расчеты или что у них там за отмеченные даты. В принципе, я его не погружалась, попробовала немножко посмотреть, но как-то не особо поняла, чего они там насчитали или чего не считали. У меня зацепило другое, и я пошла по-другому высчитывать все. Так вот,
что сами цифры, они идут по спирали. Но, в принципе, если вы смотрели, еще в прошлом ролике я показывала, что цифры идут по спирали. И также у меня есть на Бусти некоторые расчеты, где я вам тоже показывала, что, помните, да, вот этот вот, раз, два, три, дальше, раз, два, три, раз, два, три, то есть вот так вот у нас высчитывается. То есть она идет по принципу, помните, 3, 6, 9, да, то есть, ну, вот этот вот принцип. Как оно все идет, раскручивается. То есть это такая спиралька получается. 3, 6, 9. То есть вот оно замыкается. По сути, то есть оно даже не по кругу идет. Вся вот эта вот система, она уходит по спирали. 3, 6, 9. То есть здесь понятно. Так вот, наш вот этот вот крест, через него бегут все цифры. То есть все цифры идут по спирали через вот этот крест. Крест, он априори делит все циклы, то есть которые идут в нем, все делит на четверти. Допустим, те же самые, если мы посмотрим, вот, чтобы вы не забывали, здесь нарисуем, вот, на четверти все делит, да, все циклы, потому что крест, он идет как основа, то есть вот эти вот, или там наоборот, я уже не помню, как оно у нас там было, вот, посмотрите предыдущий ролик, там все наглядно. Так вот, крест не двигается никуда, а цифры движутся постоянно. И здесь у нас даже, то есть четверка все делит на четверть. Даже та же самая семерка идет 1 месяц, да, это 30 секунд, которые там условные, 30 секунд. 1 месяц это что? Это 4 по 7. То есть 7 и 4, да. В одной неделе 7 дней, всего недель 4 в месяце. Опять же, то есть 4. Что такое 4 вообще, если мы берем четверку? 4 это квадрат. То есть вы должны понимать. Соответственно, получается, что если мы вообще будем переводить вот это вот все в геометрию, а матрица это не сколько математическая, сколько геометрическая вещь, помним, да, масоны там 33 градуса, мы к этому придем еще, то есть вот этот вот циркуль, который там они рисуют и так далее. Пирамидка, это все в первую очередь что у нас? Геометрия, это не математика. Но любая геометрия, любое архитектурное сооружение их имеет расчеты, и эти расчеты вполне математические. То есть и сейчас мы с вами будем эти математические расчеты все переводить в геометрию. То есть если мы считаем нашу матрицу, те же самые там 24, давайте мы уже это все сотрем, тот же самый цикл, 12, 24, 24 поделенное на четверть будет 6. То есть эти циклы будут поделены, да, на четверти, то есть 6 это 1 год, как мы уже говорили. Так вот, 1 четверть, то есть 1 год, это будет как раз-таки вот в этом вот кресте. Понимаете? И на самом деле этот самый крест делит все циклы на квадраты и треугольники, где 4 это квадрат, то есть сама основа. 4 точки. Я расскажу, почему 4 точки. То есть все циклы имеют определенные точки. И по сути, если мы с вами потом будем разбирать всю матрицу, мы поймем, что вся матрица абсолютно, вот они, эти шестеренки, про которые я говорила, из которых состоит вообще вся матрица. Все шестеренки матрицы, все, которые я вообще видела на тонком плане и в расчетах, все они состоят из квадратов и треугольников. То есть квадраты и треугольники – это основа геометрии матрицы. То есть вся матрица выстроена из квадратов и треугольников. Соответственно,
Если мы с вами, да, посмотрим, то в високосный год идет запуск сразу нескольких циклов, то есть 12-24 и семерки. То есть семерка следующий будет там год, а 12-24, соответственно, тоже. Но если мы с вами разберем, то есть, смотрите, тот же самый вот этот вот цикл 12-24, квадрат, а 6 это что, по сути? Шесть это два треугольника. Поняли? Сама по себе шестерка не является треугольником, но шестерка это 3 плюс 3. 30 секунд. Все понятно? То есть, когда шестерка состоит из троек, вот она основа. То есть, а это что у нас? По сути, если мы сейчас поднимем вот эту вот основу с вами, мы увидим очень занимательную картину. Ничего вам не напоминает? И по сути так и есть. То есть по факту получается, что вот этот вот сам по себе цикл даже, это не просто какой-то там квадрат, состоящий из треугольников. Это квадрат и треугольники. Почему? Потому что, смотрите, если мы разложим цикл 7, тот же самый, который идет 7, это соответственно 4 плюс 3. То есть, если мы берем семерку как цикл, у нас выходит квадрат и треугольник. Объясняю, почему, да, вот, знаете, такое есть нейронные импульсы. Кто, может быть, слышал, то есть вся матрица, она в той или иной мере, она строится на нейронных импульсах. Объясню, что такое нейронный импульс, если кто не знает. Это то, что у вас, допустим, в голове, ваш мозг вообще работает на основе нейронных импульсов. То есть это очень сложный компьютер. И когда ваш мозг, ему нужно выполнить определенное действие или определенный какой-то там расчет или определенное еще что-то, у него есть четко построенная система алгоритмов. То есть вот они, нейронные цепи, так называемые. То есть, там, нейроны, да, они между собой вот так вот соединены. Так называемые нейронные сети. Так вот, когда вам надо махнуть рукой, у вас вот отсюда идет сигнал вот сюда и вот сюда. Все, цепь там замкнулась, вы махнули рукой. Вам надо махнуть ногой, у вас, допустим, наоборот. Вот отсюда она идет вот сюда, а потом вот сюда. Все, цепь замкнулась, вы махнули ногой. Вам нужно еще что-то сделать, то есть вы испытываете радость, там грусть, отсюда, вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда, потом вот сюда и вот сюда. Все, цепь замкнулась, вы выполняете определенные действия. Понимаете, да, что такое система вообще нейронных связей, то есть и каким образом это действует. Так вот, если мы берем матрицу, ее шестеренки, ее вот эти вот запуски, так называемые, которые мы говорим про запуски, то здесь примерно то же самое. То есть для того, чтобы матрицей этой управлять, для того, чтобы матрицу вот эту вот там, ей определенные параметры задавать, или когда отщелкивается определенный алгоритм, то есть он тоже работает как
по принципу вот этих вот нейронных сетей. То есть, по факту, семерка, когда она имеет отражение, да, смотрите, семерка, да, импульс у нее вот отсюда пошел, потом сюда, 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 то есть он проходит через вот эти контрольные точки, да, квадрата, замыкает квадрат, и дальше он пошел по вот этому циклу. Тык, все. Понимаете? Все. Вот, тын, сюда, 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 отработал. Все, запуск. Это определенная комбинация, которая замахнулась, она скажет матрице там махнуть ногой. Ну или развязать войну, или еще что-нибудь. То есть, понимаете, все вот эти вот цифры, все вот эти вот алгоритмы, они задают определенное количество, грубо говоря, вот таких вот нейронных соединений, которые пробегут по матрице, и матрица, в зависимости от того, какой программный код вот такой нейронный в нее введут, она будет запускать определенные процессы, которые будут выстраивать ситуационные какие-то линии для тех, кто в этой матрице погружен. Общие в том числе. То есть, потому что так или иначе, допустим, в том же самом календарном вот этом вот матричном алгоритме сидит все человечество в том или ином виде. Здесь, я надеюсь, понятно, как выстраиваются вот эти вот циклы. И тут тоже малый круг, смотрите, как интересно. То есть, если мы выстраиваем ту же самую цепочку, да, 7 по 4. Что это? Если это все собрать, этот цветочек замечательный, что у нас получается? Пирамидка. И тут у нас как пирамидка действует? То есть вот этот алгоритм, семерка, неделя, алгоритм неделя выглядит вот так. То есть это фрактал большего. Про большее сейчас тоже. То есть каждую неделю, грубо говоря, вот так вот проходит. Это, понимаете? То есть оно каждый раз запуск, потом оно проходит, дальше оно идет опять на квадрат, потом опять запускает треугольник, потом опять на квадрат, понимаете? Потом опять запускает треугольник и так далее. То есть оно, по сути, проходит. Ну, там, естественно, вот эти края собраны, там оно как-то по-другому там мелькает, но, по сути, оно ходит внутри вот этой фигуры разными импульсами. И в зависимости от того, как оно по этой фигуре пройдет, то есть сколько количество импульсов будет задано и так далее, будет задаваться определенные циклы и определенные алгоритмы. То есть эта штука, она полностью, ну, можно сказать, программируемая в том или ином виде. Итак, давайте дальше. Я надеюсь, с квадратами, вот этим вот треугольниками немножко понятно. Хотя по моим расчетам мы немножко забежали вперед. Но я надеюсь, вы поняли, что по сути неделя, если мы берем вообще отражение геометрическое, неделя это пирамида в том или ином виде. Ну и смотрите, еще пойдем по фракталам с вами. То есть это мы с вами посчитали большой цикл, да, где 2 месяца. Это идет один цикл на 6. То есть, грубо говоря, это 60 секунд, да? 2 месяца. Итак, если у нас, давайте дальше, будем по более мелким циклам немножко пройдемся. Еще один квадрат найдем с вами. Если у нас 60 секунд, это 2 месяца, и мы его будем брать из середины, то есть это как 12, то есть оборот, если мы берем на фрактал, да, соответственно, 1 месяц это будет 6. И также соответственно, то есть 2 месяца 12 и 4 месяца
у нас с вами будет выходить 24. То есть здесь мы сейчас с вами малый цикл высчитываем в году. Если здесь мы брали 4 года, то есть большой цикл 12-24, да, здесь мы будем малый цикл 12-24 выстраивать, тоже высматривать. Смотрите, опять же здесь, да, если мы считаем вот этот малый цикл, 2 месяца 12, 4 месяца 24. Если мы с вами умножим, опять же, то есть берем 4 месяца как полноценный малый цикл, то здесь у нас очень интересно выходит, потому что 4 по 3 выходит 12. Понимаете? То есть, опять же, 1 год. Это тоже малый цикл. А если мы с вами посчитаем, да, 4 плюс 3, сколько у нас выходит? 7. То есть у нас опять же идет, что вот этот вот цикл, малый цикл, который мы с вами посчитали, где 2 месяца это 12, 4 месяца 24, это выходит один большой цикл по 7. То есть, ну, фактически 2 оборота. Но если мы опять же немножко забежим вперед, пока у меня в голове опять расчеты идут, если мы возьмем по двойному обороту, то есть 24, и 24 посчитаем, это будет 2 семерки, то есть 14, мы выйдем к тому, что большой оборот на 24, он будет равен пятерке. Пятерка, которая потом же войдет, то есть если мы следующий год посчитаем по вот этому вот схеме, пятерка у нас потом отразится в годовом календаре тоже. Я это покажу. Да ладно, сейчас пока что будем считать другое. То есть вот он, 1 год мы посчитали. Это опять же идет семерка. То есть и здесь сходится. Все показано, то есть эти все цифры, они сходятся. Каждый из циклов, он так или иначе отражает другой цикл. То есть семерка, да, 1 год, вот этот цикл, он опять же отражается вот здесь. И так далее. Опять же 4 по 3 и так далее. То есть это все те же самые вот эти вот треугольник и квадрат. Итак, дальше. Сейчас мы с вами вообще очень интересный цикл посмотрим, а точнее как раз таки вот этот вот цикл, который второй, я вам показывала в расчетах. Цикл семерки и пятерки, что год это не только цикл, да, а это и 7 и 5. Вот то, что я вам показывала, что 4 на 3 это у нас 12, да, полоборота, значит полный оборот 12 это идет 2 года. То есть это 2 семерки, а это семерка, так или иначе. То есть 12 месяцев это семерка, значит, если мы считаем по матрице на двойной оборот, у нас 2 года, это выходит 2 семерки. 7 плюс 7, грубо говоря, 14, и 14 это пятерка. Потому что 1 плюс 4 идет. И сейчас мы с вами посмотрим, очень интересно, как у нас выйдет пятерка, вообще отражена она в календаре. А она там так или иначе отражена. Очень интересно, если мы с вами сейчас откроем календарь и посчитаем количество дней, то есть вообще не то, что посчитаем, а посмотрим чередование количества дней в году, мы увидим очень интересную закономерность. Итак, давайте начнем. Январь 31 день. Февраль. Здесь у нас запуск нового цикла. Кстати, сразу же пока здесь мы привыкли к тому, что Новый год у нас, Новый год начинается вот здесь, да, то есть здесь типа начало нового цикла, но на самом деле это не начало нового цикла. Матрица не работает по вот этим вот праздникам, которые мы привыкли, то есть матрицы как бы в принципе все равно на 1 января, 31 декабря и так далее, да, определенные циклы там запускаются, например, новый цикл на семерку, то есть новый цикл года, как говорится, такой, но даже не обязательно, что он будет запускаться в этот день. То есть
это запуск только одного цикла из многих. То есть каждый цикл запускается по-своему. И как раз-таки високосный год, если мы говорим, да, он отщелкивается именно в дополнении. То есть то, когда там дополняется еще один день. То есть по факту високосный год, каждый цикл, вот этот вот 4 года, будет отщелкиваться именно вот в эту дату. То есть 29 число, 29 февраля, это будет день запуска нового цикла на 4 года. Понимаете? Не вот это, не 1 января, а именно 29 февраля. И вообще 28 февраля это дата, цифра, да, которая отражает еще больше цикл, который как раз-таки относится к циклу 12-24 високосного года, то есть даже здесь они не зря поставили, что 28 февраля и типа високосный год, что это относится к високосному году. Потом это все в расчетах тоже вам покажу, это очень крайне интересно, то есть от нас вообще ничего не скрывают, ребят, вообще в принципе ничего никогда не скрывают. Все всегда на виду, то есть они даже говорят 28 числа, то есть 29 у нас високосный год отщелкивается каждый раз, и этот високосный год относится как раз-таки к большому циклу на 28. Та-дам! То есть типа мы ничего не скрывали, но об этом позже. Итак, давайте сейчас, как у меня идет, так я вам и буду в расчетах записано, так я вам и буду показывать. Итак, смотрите дальше. То есть февраль, да, 28 март, опять 31, апрель 30, май 31, июнь 30, июль 31, и вот тут, опа, опять 31, сентябрь 30, октябрь 31, ноябрь 30 и декабрь 31. Итак, а вот здесь очень интересно, мои хорошие. Смотрите, если мы с вами будем смотреть по матрице, по той же самой, матрица всегда отражена, то есть матрица показывает сама в своем же календаре свои циклы. То есть она говорит, вот, пожалуйста, ты можешь полностью по этому календарю все посчитать. То есть посчитать все циклы, посмотреть все циклы, увидеть все циклы. Это все есть, это ни от кого ничего не скрывается. Вот, пожалуйста. Даже то, что мы с вами видим вот эту вот картину того, что ноябрь, декабрь 30-31, по сути, если мы посчитаем вообще день в году, день, там получается дней, точнее, в одном месяце, я думаю, любой, кстати, бухгалтер знает, когда считается средняя зарплата там или еще чего-то, умножение не идет не на 31, ну не на 30, а на 30 с половиной. То есть в одном месяце 30 с половиной дней. Я думаю, об этом знают многие. Ну да ладно. Как бы дело не в том, что 30 с половиной дней. Дело-то в другом. Дело в том, что здесь очень интересно идет то, что если мы посмотрим 31, видите, декабрь 31 и январь, раз, и 31, начало. То есть как будто здесь и здесь идет определенный разрыв. Понимаете? То есть здесь они чередуются больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше. То есть, а здесь раз и опять. То есть, опа. Вот таким вот образом. Если мы с вами посчитаем, то есть возьмем нехитро, а вот эти вот, когда заново начинается по 31 дню, то есть 31, грубо говоря,
будем смотреть как разные циклы, мы с вами сделаем нехитрый расчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь. 1, 2, 3, 4, 5. То есть с начала года идет семерка, а потом идет пятерка. То есть 2 семерки. А теперь вспоминаем, да? Очень интересно. Балование цифр просто гениальное на самом деле. Смотрите. То есть по факту пятерка это 1 плюс 4. Она же дважды по 7. То есть 2 умноженное на 7, да? И помните, что у нас было? То есть когда у нас 52, то есть дважды, ну, грубо говоря, 2 года по 7, 2 цикла семерки, это пятерка. Даже если я чего-то там долблюсь и просто натягиваю сову на глобус, цифры достаточно очень интересно играют. И этот же алгоритм, ладно, хрен с ним, вот эти цифры играют, но этот же алгоритм вот здесь очень красиво показан. То есть календарь его отражает, он говорит, да, смотри, это есть. Этот алгоритм имеет место быть, он есть. То есть 2 цикла, опять же, смотрите, пятерка, да, которая идет, типа как второй цикл, вот этот вот, 24. То есть по факту здесь выходит пятерка, пятерку я не досчитала, но я думаю, она тоже очень красиво у нас где-то в матрице играет, не просто так она вылазит, не просто так ее показывают, не просто 52 недели идет и так далее. То есть это все, пятерка тоже имеет какой-то большой, тем более здесь она у нас даже, да, всплыла, какой-то большой расчет в матрице, так или иначе. То есть не зря пятерка является 2 годами, где 2 года это, опять же, 12, да, 12 часов, там, грубо говоря, из 24 високосного года. Если мы, опять же, возьмем за расчет, что 12 часов это пятерка, то 5 плюс 5 это выходит 10. А 10 это обнуление. Если мы возьмем матрицу, кто помнит, я рассказывала, что матрица от 1 до 9 идет, и 10 это уже будет обнуление. То есть все, цикл закончился. От 1 до 9 цикл закончился. Единица это новый цикл, начало нового цикла. Вот так. То есть по факту даже 2 года, то есть 2 пятерки, это 1 цикл. А это 2 года, плюс 2 года, високосный год, то есть 4 года. То есть даже здесь оно везде все отражается, понимаете? Это просто вот, ну, я не знаю, это элементарно. Я не понимаю, почему никто не сделал таких расчетов каких-то подобных. Просто это элементарно. Итак, дальше. И, кстати, вот эти вот все расчеты и все вот эти вот моменты с циферблатами и прочим навели меня тоже на интересную мысль такую, что, по сути, движется только матрица. Я говорила. То есть матрица, оно имеет движение. Оно постоянно движется. И у меня такое ощущение иногда складывается, что, возможно, и небо-то и не движется над нашими головами. А вот Земля очень даже. Поэтому тут, знаете, вот момент того, что нам говорят там, ну, некоторые там, кто плоскую Землю, вот это вот все рассматривает, и они говорят, что Солнце с Луной там, да, ну, небо двигается. Вот у меня складывается такое впечатление, ну, судя по матричным расчетам, по матрице вообще,
что, возможно, даже и наоборот. На тонком я это не перепроверяла, не смотрела, но если учесть, что наша параллель является параллелью, а параллели между собой находятся в определенном движении, то есть это пространственная такая фигура, и эти пространства между собой меняются, как бы типа тусуются и так далее. Так или иначе, то есть наша параллель, она находится в движении в том или ином виде. И вот тут интересно. То есть возможно, что эта вот вся канитель натянута, как сова на глобус, как раз-таки на наши естественные движения, то есть на наше естественное движение наших параллелей. Вот что. Ну да ладно. Мы с вами ушли немножко не в ту степь. Итак, давайте к самым интересным вообще расчетам придем. Если у вас еще не сломался немножко мозг и извилины дальше готовы работать, здесь мы с вами цикл это тоже рассмотрели, то есть тот цикл, который я нашла еще интересный. И тут мы с вами уже перейдем тоже к интересным циклам, то есть расчеты, как раз таки большие расчеты, и за них спасибо за то, что эти расчеты мне показали, как бы, ну не то чтобы показали, я своими расчетами поделилась с человеком, и человек тоже интересные заметки в связи с моими расчетами, провел интересные записи, свои расчеты, и мне показал тоже одну закономерность, которую я увидела и за нее зацепилась и тоже произвела на основе этих расчетов тоже очень много параллелей и других расчетов. Ну так давайте. Следующее, смотрите. Итак, ребят, сейчас самые, наверное, интересные расчеты пойдут. Итак, смотрите, если мы с вами возьмем вообще полностью и рассчитаем среднее количество дней в месяце. Я уже говорила, что в принципе бухгалтера рассчитывают 30,5 дней в месяце, но по факту их немножко, ну, скажем так, не такое уж ровное количество. Это просто округление идет 30,5. На самом деле, если мы возьмем калькулятор и посчитаем 365, умножим на 4, прибавим 1 и поделим на 48, то у нас выйдет вот такое вот нехитрое число. 30, 43, 75. Это количество дней в одном месяце. Если мы это число переведем в часы, то есть сколько часов у нас будет в одном месяце. Итак, смотрите, если это все умножить на часы, то это получится 730,5 часов в месяц. И я очень сильно вам говорю вот это число запомнить. Очень сильно. Здесь мы его даже, наверное, оставим. Потому что дальше мы его увидим в расчетах и в самых невероятнейших, то есть в масонской пирамиде. Поэтому вот это число крайне запомните. Особенно то, что это число у нас повторяется дважды. Потому что один цикл, помним, да? Один цикл это 730,5, а в одном цикле 2 месяца. То есть это дважды по 730,5. То есть это один цикл 2 месяца. Потом вы увидите вообще вот это вот число, когда в масонской пирамиде, вам будет очень-очень интересно. А точнее, это число есть в масонском циркуле. Итак, то есть это 730,5 часов в месяц. Итого, за цикл, если мы берем дважды, да, то есть 730,5, умножаем на 2, это у нас выходит
14, 61. Час за 2 месяца. Это мы тоже число обведем, потому что сейчас дальше будут очень интересные расчеты. Итого, это за цикл 2 месяца. Если мы возьмем високосный год, большой цикл, то есть 2 по 2, 4, да, у нас идет, получается 365 помножим на 4, прибавим 1, и что у нас получается? День. Далее, очень интересный расчет такой, смотрите, если мы посмотрим по большому циклу, то есть цикл неделя, у нас, помните, да, он никуда не убегал, 7 дней. Получается, это 1 неделя. 1 неделя у нас как бы говорит, что четверка, то есть это, потому что 4 недели в одном месяце, то есть это цикл, получается, по сути. Семь по 4. И как бы нам говорят о том, что как бы 7 по 4 это 1 месяц, да? То есть это 1 цикл. А 1 месяц это у нас как бы полцикла. Помним, да, что это полцикла, это всего лишь 30 секунд. Но не суть. Сейчас мы с вами будем рассматривать как раз-таки тот самый цикл, который отражен у нас в феврале. Итак, если мы посчитаем этот цикл, то у нас выйдет 7 умножить на 4, 28. Знакомая цифра, не правда ли? 28 февраля. Високосный год, 29, 4 по 7. Правильно? Семерка годовой цикл, четверка високосный. Все сходится в феврале, 28 февраля, это у нас цифра относится к високосным годам. Итак, дальше, смотрите, чистые расчеты, ничего больше. Значит, это 28 лет. Этот цикл 28 лет, чтобы вы понимали. То есть 28 лет, если дальше смотреть по матрице, да, это все считать, это можно высчитать. Дальше большие циклы. Потому что если из логики же матрицы, то есть из ее же самых расчетов, 1 месяц равен 28 годам, то есть 28 лет это 30 секунд какого-то другого цикла. Мы можем по этому же расчету, по вот этим же вычислениям, то есть 60, 60, 12, 24 посчитать и этот цикл тоже. Но мы с вами сегодня его не будем делать, чтобы, во-первых, вам не ломать мозг, во-вторых, я буду все-таки производить те расчеты, которые, более такие, на самом деле, еще приземленные. Итак, смотрите, дальше, 28 лет. Если мы посчитаем 28 лет, умножим на 52 недели, у нас выйдет 1456. Помним, что здесь у нас еще плюс 1 день, да? Считаем. 28 делим на 7, у нас выходит еще 4. И далее мы с вами должны помнить, что каждый високосный год добавляется еще 1 день. То есть итого еще 1 неделька. И если мы с вами все это прекрасно сложим, у нас с вами выйдет вау! Совпадение, не правда ли? Какая красивая матрица. То есть, смотрите,
матрица, она по сути сама себя обличает, то есть в ней нет ничего сложного. У нее есть алгоритмы, по которым она высчитывается, алгоритмы, по которым она работает. Вот вам расчет матричного алгоритма. Но сейчас мы с вами вообще перейдем к табличке масонов, потому что по сути вот это уже отражение того самого циркуля, по сути, по которому считают масоны, то есть по которому считают тот самый циркуль 33 градуса. Но давайте еще немножко посмотрим по расчетам. Мы с вами привыкли, допустим, что 1 месяц, там, это что-то такое, но я вам еще раз говорю, циклы так не считаются, то есть у них вот эта вот разборка, что там 31 день, там 30 дней, это по большей степени на то, чтобы нам показать циклы, то есть на самом деле расчеты идут полноценные времени, то есть матрица, потому что она идет по полноценным вот этим вот, а все вот эти вот там 2 месяца, 1 месяц и так далее, это у нас идут как раз-таки вот такие вот моменты, которые закладывают по большей степени отражения, то есть типа как можно считать матрицу. Так, ну давайте еще кое-что заденем перед тем, как перейдем вообще к тайне пирамиды. Еще кое-что, что хотелось бы вам вообще сказать про интересные такие вещи, связанные с циклом 7. То есть то, что еще понадобится, что то, что мы с вами почти забыли, а оно есть. Помните, мы с вами на циферблате рисовали кое-что. То есть вот он циферблат у нас был, да, и мы с вами рисовали вот это вот, ой, 3, тут 6, 9, да. И я вам говорила, что циферблат, он поделен, то есть тут 1, 2, да, 3, 4, 5. Четверти вот эти, они не гуляющие. 10 и 11. То есть вот таким образом. И я вам говорила, что каждый вот этот вот участок, он является, ну, грубо говоря, он разделен, то есть он является как единой целой частью, то есть здесь у нас там равноденствие солнцестояния всяческие, да, его там разделяют, там, наоборот, я уже не помню, вот, то есть это все идет, точнее нет, здесь у нас в декабре, да, у нас солнцестояние, наверное, вот так вот оно там, оно уже не помню, посмотрите в прошлом ролике, как там это в расчетах у меня выходило. Итак, смотрите, здесь не суть важно. Здесь важно то, что мы опять же берем год, и год видим в календаре. Помните, на что еще делится у нас год? Есть в году такое понятие, как квартал. Квартал – это 1/4 года, которая состоит из 3 месяцев. Ровно 3 месяца. Кстати, номер квартала, да, у нас в России считается римскими цифрами, что тоже достаточно примечательно. А вот в США, что интересно, цифрой, точнее буквой Q. Q1, Q2, Q3, Q4. Ну, помните, да, Q, QAnon. Вот очень интересный вот этот момент с Q. И тот самый квартал, он у нас тоже идет из расчета, если вы помните, 4/3. То есть та же самая семерка, которая отражена в неделях, да, вот, месяца, недели и, соответственно, год, то есть, который имеет полоборота. Тоже очень интересно. То есть, по сути, это все отражено так или иначе, нам все показывают. Причем вот человечек, который тоже очень хорошо считает матрицу, тоже нашел очень много интересных закономерностей, в том числе вплоть до того, что вот этот вот календарь пресловутый отражен даже в картах вот этих покерных, 52 штуки где. 52 карты, это сколько? 52 недели в году.
И там не только, там и по мастям, по вот этим вот, все тоже вообще очень хорошо отражает календарь. Но если вам интересно, самим будет, можете посчитать это все. Так вот, то же самое там 4 масти, да, каждой масти там по сколько-то этих. В общем, очень интересно все. То есть так или иначе, они свою вот эту вот матрицу запихали везде. И я для себя лично поняла, почему у меня всегда отторжение было к картам на 52. Вот у меня там даже в свое время вот, друзья как-то начинали там играть просто между собой. Как бы, и вот мне, типа, давай поиграем, я, нет, не хочу. Мне даже вот карты 52, мне они вообще не нравились, на 52 карты. На 36 я нормально воспринимала карты, то есть я в дурака там играла, все. Но вот на 50 именно 2 у меня прям вот очень как-то негативно внутри вот отклик был. Сейчас я понимаю, почему так. Вот, ну, у нас с вами уже вышло достаточно много, на самом деле, и расчетов, и всего. А у меня еще есть расчеты, расчетов много. На сегодня мы с вами очень много посчитали, поэтому давайте сделаем так, что это будет первая часть. И я, может быть, даже те, кто досмотрел до конца, может быть, дам вам очень-очень маленькое домашнее задание, ну, либо затравочку на следующий ролик, и точнее, да, о том, что как вот это вот все у нас прекрасно отражает вообще масонскую пирамиду. И, может быть, кто-то там сможет сам самостоятельно посчитать. Дам вам затравочку как раз-таки на следующую часть, то есть то, где мы с вами будем высчитывать масонскую пирамиду полностью, ее смотреть, как, что, зачем, и уже перейдем от вот этих вот расчетов к геометрии. Ну и помните, да, сейчас вам просто дам, а вы подумайте. Самое распространенное, то, что мы знаем, самый крутой цикл, типа масонства, там туда-сюда, это у нас идет такая штука, да, типа, и тут у нас 33 градуса, и нам говорят, что это угол 33 градуса, это высшее, прям высшее что-то масонство, то есть это прям супер крутая штука. И тут же нам показывают этот угол, да, и вот здесь линейку, то есть угольник, который высчитывает эти самые градусы и углы. То есть нам как бы дают понять, что 33 градуса это линейка, при помощи которой можно посчитать все. Так вот, мои хорошие, просто простая математика. Итак, если мы с вами возьмем 33 градуса за основу и за линейку всего, далее у нас с вами будет нехитрый такой математический расчет. Помните геометрию? Там, не помню, в каком классе это изучают, но на ранних, да? Сколько равна сумма всех трех градусов, грубо говоря, в треугольнике? Сумма всех трех углов. Для тех, кто не помнит, я напомню. Сумма всех углов треугольника всегда равна 180 градусов. Поэтому если мы от 180 отнимем 33, у нас останется с вами 147. Вот такая вот интересненькая цифра. Причем еще что интересненькое в этой цифре, то что по матрице она, если мы ее, допустим, вот так разложим, она очень красиво укладывается вот такую вот цифру. То есть здесь будет пятерка, здесь будет семерка, да? Что очень интересно складывается. Опять же, цикл показывается. Но что еще более интересно здесь, это то, что также это замечательное число мы можем разложить на 14, где 7 по 2 будет 14, и семерка
которую мы можем разложить на 6 и 1 соответственно. То есть 14,61, которые мы же можем преобразовать, грубо говоря, вот в этот вот цикл. То есть запустить по этим циклам. Что опять же будет по тройке. Ну да ладно. Но также мы с вами здесь говорим не об этом, а о том, что если мы возьмем за основу циркуль масонов, тот самый, про который масоны нам вообще вот все уши прожужжали, и поделим на 2, то у нас выйдет очень и очень интересный расчет. А именно для тех, кто уже догадался. И для тех, кто уже понял, почему у нас идет в одном цикле 2 месяца по 730,5 часов, может взять с полки пирожок. Ну а на сегодня у меня расчеты все. Вот эту замечательную, просто замечательнейшую пирамиду со всеми ее дальнейшими расчетами, а точнее это даже не пирамида, это еще циркуль, по которому мы дальше с вами будем все считать. Для тех, кто захочет посмотреть дальше, все расчеты по вот этому циркулю, все расчеты по пирамиде, все расчеты далее по календарю и в том числе по пирамиде масонов. И также мы с вами рассмотрим, почему пирамида масонов имеет вот такой вид, да, то есть кто помнит, и сверху вот такой вот око. Так вот, вот это мы с вами тоже рассмотрим все в следующей части. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите сюда, посчитайте все сами и убедитесь в этих расчетах. Всех вас люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная.